Иногда, чтобы по-настоящему понять жизнь, нужно просто выйти к большой воде. Меня зовут Елизавета, и вы на канале Времена Драю. Пока я иду вдоль берега, я хочу поделиться с вами историей одного непростого выбора. Давайте проживем этот момент вместе. Я стояла у зеркала, застегивая серьгу, когда в спальню вошел Никита. В его походке, в том, как он небрежно швырнул телефон на кровать, сквозило такое самодовольство, что меня начало подташнивать. Сегодня был его день рождения и, судя по всему, день моих похорон. Фигуральных, разумеется. «Ты долго еще будешь копаться?» – бросил он даже, не глядя в мою сторону. Он поправлял манжеты рубашки, откровенно любуясь собой в отражении. Мать звонила уже 3 раза. «Если мы опоздаем, она тебе голову оторвет». Хотя... Он усмехнулся, встретившись со мной взглядом через зеркало. «Сегодня она может и смилостивиться. У нее настроение праздничное». Я повернулась к нему. Внутри все дрожало от напряжения, но я усилием воли натянула на лицо маску безразличия. «Я почти готова, Никита. Не нужно нагнетать. Твоя мама всегда найдет повод быть недовольной. Опоздаем мы или приедем за час? Разницы нет». Никита резко развернулся и подошел ко мне вплотную. От него пахло дорогим парфюмом, смешанным с чужим, приторно-сладким женским запахом, который он даже не пытался смыть. «Ты... рот-то прикрой!» – прошепел он, нависая надо мной. «Ты здесь кто?» «Ты... никто. Лиза. Пустое место. Ты живешь в моей квартире. Ездишь на машине, которую купила моя мать. И жрешь за наш счет. Так что имей уважение. Я твоя жена, Никита». Тихо произнесла я, глядя на пуговицу его пиджака, лишь бы не видеть его глаз. «Пока еще жена». Он рассмеялся. Громко лающе. Вот именно. Пока еще. Это ключевые слова, дорогая. Знаешь, Лиза, я иногда поражаюсь твоей тупости. Ты ведь чувствуешь, что все идет ко дну. Но продолжаешь цепляться за этот брак, как клещ. Думаешь, брачный контракт тебя спасет?» Я подняла глаза и твердо ответила. «Этот контракт составила Людмила Борисовна. Она хотела защитить твои деньги от меня». «Именно», – Никита больно ткнул пальцем мне в грудь. «И она гений. Там черным по белому написано. Если один из супругов увлечен в измене, он вылетает из брака с тем, с чем пришел. То есть с голой задницей, Лиза. 0-0. Ни квартиры, ни отступных. Ты мне угрожаешь?» Я очень старалась, чтобы голос не дрожал. «Я тебя предупреждаю». Он наклонился к самому моему уху. Его дыхание было горячим и влажным, вызывая отвращение. «Сегодня вечером будет сюрприз. Большой сюрприз. Мама подготовила что-то особенное. Шоу-программу. Так что надень свое лучшее платье, мышка. Хочу, чтобы ты выглядела достойно, когда тебя будут вышвыривать из нашей жизни». Он отстранился, поправил пиджак и, весело насвистывая, вышел из комнаты. «Жду в машине 5 минут!» – крикнул он уже из коридора. «Не заставляй меня подниматься!» Я осталась одна. Сердце колотилось где-то в горле. Шоу-программа. Значит, они все-таки решились. Людмила Борисовна и Никита. Они хотят не просто развода, они жаждут публичной казни. Унизить меня перед всей московской элитой, выставить гулящей девкой, чтобы ни у одного судьи не дрогнула рука оставить меня нищей. Я подошла к прикроватной тумбочке. Там лежал мой клатч. Я открыла его и нащупала холодный металл маленькой флешки. «Сюрприз так сюрприз», – прошептала я своему отражению. «Посмотрим, кому он понравится больше». В машине царила гробовая тишина. Никита вел свой Гелендваген агрессивно, подрезая другие автомобили, словно хотел выместить на дороге свое возбуждение перед предстоящей расправой. Я сидела на пассажирском сиденье, сжимая в руках сумочку так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Что ты там вцепилась в эту сумку?» Вдруг рявкнул он, не поворачивая головы. «Фамильное золото выносишь?» «Там только телефон и помада», – сухо ответила я. «Проверим», – усмехнулся он. «Вечером охрана на выходе проверит все». Мать распорядилась, чтобы ни одной нашей вилки с собой не утащила. Он наслаждался. Он упивался своей властью. И я вспомнила, как час назад, пока он был в душе, я залезла в его портфель. Это было безумно рискованно. Если бы он вышел раньше, он бы меня просто убил на месте. Но я должна была убедиться. Я нашла ее в боковом кармане. Черную матовую флешку с наклейкой «Презентация». Я знала, что на ней. Неделю назад я подслушала его разговор с Людмилой Борисовной. Они наняли специалиста. Дипфейк – мое лицо, наложенное на тело какой-то порноактрисы.
Грубая грязная работа, но для пьяных гостей и для суда этого было бы достаточно, чтобы смешать меня с грязью. И я тогда не стала красть их флешку. Это вызвало бы подозрение. Я просто скопировала файл, чтобы у моего адвоката было доказательство фальсификации, если дело дойдет до суда. Но сегодня у меня была другая задача. «Никита!» – позвала я его, когда мы встали в плотной пробке на Садовом кольце. «Чего тебе? А ты уверен, что Людмила Борисовна все продумала?» «В смысле?» – он нахмурился, скосив глаза на меня. «Ну, женщина в возрасте, эмоциональная. Вдруг что-то пойдет не так». Никита расхохотался, ударив ладонью по рулю. «Мама эмоциональная? Ты ее с кем-то путаешь, дура. Мать – это танк. Если она решила тебя раздавить, она проедет и меня не заметит. У нее все схвачено. Сегодня соберутся все нужные люди. Судья Громов будет партнеры по бизнесу. Она покажет им, кто ты есть на самом деле, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Почему мы выгнали тебя без гроша? Это бизнес, детка. Репутация семьи Коршуновых должна остаться кристально чистой. А ты – грязное пятно, которое мы сегодня застираем». «Понятно», – кивнула я, отворачиваясь к окну. «Значит, путей к отступлению нет». «Для тебя?» «Нет», – отрезал он, словно прочитав мои мысли. «Молилась бы лучше, чтобы мы тебя просто выгнали, а не повесили на тебя долги за моральный ущерб». Я закрыла глаза. Перед мысленным взором всплыла запись с моей флешки, той самой, что сейчас лежала в клатче. Я потратила последние сбережения, чтобы нанять частного детектива. Он установил камеры в загородном доме Людмилы Борисовны, где Никита любил отдыхать по выходным, пока я якобы болела. Я не знала, что именно увижу на записях. Ожидала банальной измены, но то, что я увидела и, главное, услышала, превзошло все мои ожидания. Это была бомба, и фитиль уже горел. «Приехали», – буркнул Никита, сворачивая к элитному ресторану. «Выходи и улыбайся. Последний раз в жизни ты входишь в это общество как человек». Я вышла из машины. Ветер ударил в лицо. Я расправила плечи. «Ошибаешься, милый, подумала я. Сегодня я вхожу сюда как палач». Холл ресторана сверкал золотом и хрусталем. Официанты в белых перчатках сновали с подносами, наполненными бокалами с шампанским. Воздух был тяжелым от запаха дорогих духов и лицемерия. Людмила Борисовна стояла в центре зала, принимая поздравления гостей. В своем бордовом бархатном платье она напоминала огромную сытую пиявку. Увидев нас, она на секунду скривилась, но тут же натянула дежурную улыбку и направилась к нам. «Никита, сынок!» Она расцеловала его в обе щеки, оставив следы жирной помады. «Ты выглядишь великолепно. Настоящий хозяин жизни». Потом ее взгляд переместился на меня. Глаза у нее были холодные, как у мертвой рыбы. «И ты здесь, Лиза», – процедила она. «Я уж думала, у тебя хватит совести заболеть и не портить нам праздник». «Здравствуйте, Людмила Борисовна». Я вежливо кивнула. Как я могла пропустить день рождения любимого мужа? Тем более, я знаю, вы готовили сюрприз. Ее брови удивленно взлетели вверх. Сюрприз? О да, милая, сюрприз будет. Грандиозный. Я надеюсь, у тебя крепкое сердце, а то выглядишь бледной. Может, тебе сразу вызвать такси домой, к маме в Саратов? Не беспокойтесь. Я улыбнулась ей в ответ, глядя прямо в глаза. Сердце у меня крепкое. А такси, возможно, понадобится кому-то другому. Свекровь прищурилась. Она не привыкла, чтобы я ей отвечала. Обычно я молчала и глотала обиды. «Ты что-то слишком смелое сегодня», – прошипела она, понизив голос, чтобы гости не слышали. «Чувствуешь, что терять нечего?» «Правильно чувствуешь. Наслаждайся шампанским, деточка. Это последний бокал кристалл, которого ты пьешь в своей жалкой жизни». «Мам, не трать на нее нервы», – вмешался Никита, по-хозяйски беря мать под руку. «Идем, там Громов приехал, надо поздороваться, а это пусть постоит в углу, где ей и место». Они развернулись и пошли прочь, смеясь над какой-то шуткой. Я осталась стоять посреди зала, а вокруг меня бурлила жизнь высшего света. Дамы в сверкающих бриллиантах увлеченно щебетали о курортах, мужчины в строгих смокингах обсуждали многомиллионные сделки. На меня никто не обращал внимания. Для окружающих я была лишь прозрачным приложением к Никите Коршунову, временным аксессуаром, который совсем скоро планировали заменить на более новую модель. Я украдкой огляделась. Мне необходимо было обнаружить техническую зону, пульт диджея и проектор. Это было моим единственным, но важнейшим заданием на сегодня. Ошибка не допускалась. Внезапно кто-то с силой толкнул меня плечом, и я пошатнулась, чудом удержав бокал, который только что взяла с проплывающего мимо подноса.
«Ой, прости, дорогая, совсем тебя не заметила. Ты такая блеклая». Передо мной возвышалась Снежана, лучшая подруга Людмилы Борисовны и по совместительству ее деловой партнер. Ей было 45, но благодаря чудесам пластической хирургии она выглядела едва ли на 30. Высокая, хищная, в обтягивающем платье с провокационным разрезом до самого бедра. «Здравствуй, Снежана», – произнесла я, восстанавливая равновесие. «Ты сегодня как-то странно одета». Она окинула меня уничижительным взглядом. «Это что, прошлогодняя коллекция?» «Ах да. Никита говорил, что перекрыл тебе доступ к картам». «Бедняжка». Она улыбалась, но в ее глазах плескался яд. Я знала причину ее поведения и знала то, о чем не догадывалась даже всевидящая Людмила Борисовна. Снежана сделала шаг вперед, бесцеремонно вторгаясь в мое личное пространство. От нее исходил тот же сладкий приторный аромат, который я сегодня утром уловила на рубашке мужа. Меня передернуло от отвращения. «Что ты морщишься?» – хмыкнула она, заметив мою реакцию. «Не нравится парфюм?» «Эксклюзив, милочка. Никите очень нравится. Он просто с ума от него сходит». Она смотрела на меня с вызовом, открыто намекая на свою связь с моим супругом. Для нее это была игра, в которой она чувствовала себя абсолютной победительницей. Любовница мужа и лучшая подруга свекрови в одном лице. Двойной агент, дергающий за ниточки всю семью. «Я знаю, что ему нравится», – спокойно ответила я. «И знаю, что нравится тебе, Снежана». «Да что ты можешь знать?» – фыркнула она, поправляя идеально уложенный локон. «Ты же серая мышь. Никита терпит тебя исключительно ради мамы. Она хотела видеть рядом с сыном скромную домашнюю девочку, а на деле мужику нужна львица. Огонь, страсть – то, чего у тебя никогда не было и не будет». К нам приблизился Никита. Заметив нас вместе, он заметно напрягся. Но Снежана тут же положила руку ему на плечо, по-хозяйски стряхивая несуществующую пылинку. «Никита, я как раз говорю твоей жене, как ей сказочно повезло с таким мужчиной. Жаль только, что она этого совсем не ценит». Никита нервно дернул плечом, сбрасывая ее ладонь. Он испуганно оглянулся в поисках матери. «Снежана не здесь», – прошипел он сквозь зубы. «Мать увидит». «Ой, да брось!» – рассмеялась она, глядя на него с откровенным вожделением. «Сегодня вечером Людмила занята. Она окучивает депутата. Мы можем расслабиться». Я сказал: «Прекрати». Никита грубо схватил ее за локоть, но тут же отпустил, заметив мой внимательный взгляд. Он резко повернулся ко мне, и его лицо перекосило от злости. «А ты что уши развесила? Вали отсюда! Иди проверь, где торт, или чем там обычно занимаются бесполезные жены». «Конечно, Никита», – кивнула я, сжимая кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Вали, говорю», – рявкнул он. Снежана послала мне вслед победоносную улыбку. «Иди, деточка, не мешай взрослым людям разговаривать. Сегодня вечером все встанет на свои места. Ты даже не представляешь, насколько...» Я развернулась и пошла прочь. Меня буквально трясло от гнева. Они стояли там вдвоем, за спиной у матери, за моей спиной, и мнили себя королями мира. Они были уверены, что всех обхитрили, что Людмила Борисовна – их дойная корова, а я – досадная помеха, которую сегодня наконец устранят. «О да, Снежана», – подумала я, направляясь к сцене, где суетился диджей. Теперь моя цель была не просто защитой, это было оружие массового поражения. И я собиралась лично нажать на красную кнопку. У пульта диджея царил полумрак. Парень в наушниках, молодой, лохматый, что-то увлеченно настраивал на микшере, кивая головой в такт музыки. Рядом на столе стоял ноутбук, от которого тянулся толстый кабель к огромному проектору, нацеленному на белый экран позади сцены. Я подошла сбоку, стараясь выглядеть максимально растерянной и безобидной. «Простите», – громко произнесла я, стараясь перекричать музыку. Парень вздрогнул, снял один наушник и недовольно посмотрел на меня. «Чего вам? Заказы на песни не принимаем. У нас строгий плейлист от заказчицы». «Нет-нет, я жена именинника. Людмила Борисовна, мама Никиты, просила срочно передать флешку. Там слайд-шоу, детские фотографии Никиты. Ну, вы понимаете, всякая милота. Она сказала, что забыла отдать вам ее раньше». Парень нахмурился. «Мне уже давали флешку. Вон она, вставлена, сказали, там сюрприз. И включать строго по команде хозяйки». Я похолодела. Флешка с компроматом уже была в ноутбуке, черная, с мигающим красным индикатором. «Ой, вы знаете, Людмила Борисовна сегодня такая рассеянная». Я рассмеялась, делая шаг ближе к столу. Она все перепутала. На той флешке старая версия, там ужасное качество. Она только что сунула мне вот эту
Новую. Сказала: «Лиза, беги срочно, а то будет позор на большом экране. Одни пиксели». Парень посмотрел на меня с сомнением. «Не знаю. Мне велели ничего не трогать». «Ну, пожалуйста». Я сложила руки в молящем жесте. «Вы же не хотите расстроить Людмилу Борисовну? Она же уволит вас и ни копейки не заплатит, если увидит плохие фото любимого сыночка. Вы же ее видели? Она страшная женщина в гневе». Этот аргумент сработал безотказно. Парень вспомнил суровую заказчицу и нервно сглотнул. «Ладно», – он махнул рукой. «Давайте вашу флешку. Только быстрее». Я протянула ему свою. Он выдернул ту, что торчала в порту, и воткнул мою. На экране ноутбука мелькнуло окно автозапуска. Имя файла такое же. «Сюрприз.mp4», – спросил он. Я замерла. Я назвала файл просто «видео». Да, наверное, переименовали. Вы просто откройте, проверьте, что запускается. В этот момент я краем глаза увидела, как к сцене решительно направляется Людмила Борисовна. Она шла быстро, высматривая кого-то в толпе. «Если она увидит меня здесь...» «Быстрее!» – прошипела я. Парень кликнул по файлу. Плеер открылся, показался первый стоп-кадр. Темная комната. «Вроде работает», – буркнул он. «Отлично! Спасибо вам огромное! Вы спасли вечер!» Я схватила вражескую флешку со стола, сунула ее в клатч и нырнула в толпу гостей буквально за секунду до того, как Людмила Борисовна подошла к диджею. Сердце колотилось в груди, как безумное. Я прижалась к колонне, пытаясь отдышаться. «Ты что здесь делаешь?» – раздался голос свекрови совсем рядом. Я замерла, затем медленно повернулась. Она стояла в метре от меня, но смотрела не в мою сторону, а на диджея. «Все готово?» – крикнула она парню. «Да, все как просили», – отозвался тот, показывая большой палец. Людмила Борисовна хищно улыбнулась и, наконец, повернулась ко мне. «Ах, ты все еще здесь!» Она смерила меня презрительным взглядом. «Иди, займи свое место за столом. В самом конце, возле туалета. Наслаждайся шоу. Дрянь». «Обязательно, Людмила Борисовна», – ответила я, чувствуя, как страх сменяется ледяным спокойствием. «Я не пропущу ни секунды». Свет в зале приглушили. Луч прожектора выхватил из темноты Людмилу Борисовну, стоящую в центре сцены с микрофоном. Она сияла. Это был ее звездный час. Ее триумф. «Дорогие друзья». Ее голос, усиленный динамиками, властно разнесся по залу. «Спасибо, что пришли разделить с нами этот праздник. Моему сыну, моему Никитушке, сегодня 30 возраст Христа». Гости одобрительно загудели. Никита, сидящий во главе стола рядом со Снежаной, которая, разумеется, устроилась поближе, самодовольно кивал. Я сидела в дальнем конце зала, как и было приказано, но видела их прекрасно. Наша семья, семья Коршуновых, всегда славилась своими традициями. Честь, верность, порядочность – это для нас не пустые слова. Мы не терпим лжи. Мы не терпим грязи. Она сделала театральную паузу, обводя зал тяжелым взглядом. Ее глаза остановились на мне. Гости, проследив за ее взором, тоже повернули головы. Я кожей чувствовала на себе десятки насмешливых, любопытных и брезгливых взглядов. К сожалению, Людмила Борисовна горестно вздохнула, картинно прижав руку к груди. Мы иногда ошибаемся в людях. Мы пускаем в свой дом тех, кто недостоин даже вытирать пыль с нашей обуви. Мы греем змею на груди. В зале повисла звенящая тишина. Все понимали. Сейчас разразится скандал. Этого ждали, ради этого сюда и пришли. Мой сын, благороднейшей души человек, слишком долго терпел. Голос свекрови звенел от наигранного возмущения, разрезая тишину зала. Он закрывал глаза на многое. Но есть вещи, которые прощать нельзя. Измена – это гниль, которая разъедает семью изнутри. И эту гниль нужно безжалостно вырезать. Никита медленно поднялся с места, одернул пиджак лишь и принял скорбное выражение лица. Однако я видела, как уголки его губ подрагивали, с трудом сдерживая торжествующую ухмылку. «Мама права», – произнес он громко. Он говорил не в микрофон, но в мертвой тишине его слова долетели до каждого гостя. Я хотел сохранить все в тайне, сберечь наше достоинство, но Лиза не оставила мне выбора. «Посмотрите все!» Вдруг закричала Людмила Борисовна, театральным жестом указывая на огромный экран за своей спиной. «Посмотрите на истинное лицо этой женщины! Диджей! Видео!» Я сидела, выпрямив спину, словно натянутая струна, и не шевелилась. Мои руки спокойно лежали на коленях.
Я смотрела не на экран, а прямо в лицо свекрови. Я жаждала увидеть этот момент. Момент, когда ее мир рухнет в одночасье. Экран за моей спиной вспыхнул. Зал дружно ахнул, ожидая увидеть какие-то грязные подробности или порнографию. Но вместо этого появилась невероятно четкая картинка интерьера спальни. Роскошное ложе, тяжелые портьеры, золотые вензеля на дорогих обоях. По рядам гостей пробежал шепот. «Это же дача Коршуновых, узнайте!» В кадр вошел Никита. На нем не было ничего, кроме полотенца на бедрах. Следом за ним, словно пава, вплыла Снежана. Абсолютно нагая, с бокалом красного вина в руке. В зале повисла такая плотная тишина, что стало слышно, как натужно гудит система кондиционирования. Победная улыбка Людмилы Борисовны застыла, медленно превращаясь в гримасу неподдельного ужаса. Она резко обернулась на экран, потом перевела взгляд на сына. Но самым страшным была не картинка. Самым страшным был звук. Я заранее попросила своего детектива выкрутить аудиодорожку на максимум. «Ну что, котик?» Голос Снежаны из мощных динамиков звучал громко, развязно и цинично. Она с размаху плюхнулась на кровать. «Твоя старуха поверила, что ты поехал на рыбалку?» На экране Никита рассмеялся, падая рядом с любовницей. «Да она тупая, как пробка, Снежок. Старая маразматичка. Она думает, что все еще управляет бизнесом, а сама уже забыла, куда очки положила 5 минут назад. Потерпи. Еще полгода. И мы перепишем все активы на офшор». Зал взорвался, шепот превратился в гул. Людмила Борисовна пошатнулась, судорожно схватившись за микрофонную стойку, чтобы не упасть. Ее лицо стало белым, как школьный мел. «Вы...» – лепетал Никита, пятясь. «Мама! Это не то. Это монтаж. Слышишь, это монтаж. Это дипфейк. Это все Лиза подстроила». «Заткнись!» – рявкнула Людмила Борисовна так яростно, что динамики зафонили противным песком. Она с силой швырнула микрофон на пол и, подобно разъяренной фурии, бросилась к столу новобрачных. Начался настоящий хаос. Людмила Борисовна, мгновенно позабыв о светских манерах и своем статусе, коршуном налетела на Снежану. Она вцепилась ей в волосы с утробным животным рыком. «Тварь! Подстилка! Я тебя из грязи вытащила! Я тебе салон открыла, дрянь!» Снежана визжала, пытаясь отбиться от разъяренной женщины. «Отвали, старая дура! Ты сама во всем виновата!» Никита кинулся их разнимать, но тут же получил звонкую, увесистую пощечину от матери. «И ты!» – орала она, брызгая слюной в лицо сыну. «Сдохну, значит, в дом престарелых. Я тебя породила! Я тебя и уничтожу, щенок! Ты ни копейки не получишь. Я все сожгу дотла, но тебе ничего не дам». Гости, окончательно позабыв о приличиях, повскакивали с мест и снимали происходящее на телефоны. Официанты в испуге жались по стенам. Это был крах. Полный, тотальный и позорный крах дома Коршуновых. Я медленно с достоинством поднялась со своего места, взяла сумочку и спокойно подошла к эпицентру побоища. «Людмила Борисовна», – произнесла я громко и властно. Она замерла, тяжело и хрипло дыша, все еще сжимая в кулаке вырванный клок наращенных волос Снежаны. Все взгляды устремились на меня. Никита стоял с расцарапанным лицом, жалкий, раздавленный, уничтоженный. «Вы так любите юридические тонкости», – сказала я, глядя на них сверху вниз с ледяным спокойствием. «Так вот, я подаю на развод. И согласно вашему любимому брачному договору, пункт 4.2. В случае доказанной измены супруга, подтвержденной видео или аудиоматериалами, пострадавшая сторона получает компенсацию в размере 50% от всех активов виновного, а также полное пожизненное содержание». Никита побледнел еще сильнее. Его губы затряслись. «У меня нет активов. Все на маме», – истерично взвизгнул он. «Ошибаешься». Я позволила себе легкую улыбку. «Та фирма, через которую вы выводили деньги у старой карги последние полгода, записана лично на тебя. Я проверила. И шикарная квартира на Кутузовском, которую вы купили втайне от мамы для утех со Снежаной, тоже оформлена на тебя. Спасибо моему детективу за работу». Я перевела тяжелый взгляд на свекровь. Она смотрела на меня со смесью ужаса и невольного уважения. Нет, скорее со страхом. Она поняла, что я обыграл ее на ее же поле. Видеозапись у меня есть. Оригинал плюс пакет документов о финансовых махинациях Никиты, которые он так любезно и подробно обсудил на камеру. Я думаю, налоговой инспекции это тоже будет крайне интересно. «Лиза, подожди», – начал Никита, делая неуверенный шаг ко мне, протягивая руку. «Мы можем договориться». «Мы уже договорились, Никита.
В день свадьбы ты сам сказал. Бизнес есть бизнес. Я резко развернулась на каблуках и направилась к выходу, не оглядываясь. За спиной снова раздались крики. Людмила Борисовна добивала остатки своей семьи. Я вышла на улицу. Ночной воздух был удивительно чистым и свежим. У меня больше не было мужа, не было свекрови и, самое главное, не было больше страха. Я достала телефон и набрала номер адвоката. «Алло, да, начинайте процесс, у нас есть абсолютно все». Я села в такси и впервые за много лет искренне свободно улыбнулась. Шоу удалось. Эта история оставила очень много вопросов. Спасибо за просмотр. Мне действительно интересно. А на чьей стороне вы в этой ситуации? Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях. С вами была Елизавета и канал «Время драмы». Чтобы не пропустить новые повороты чужих судеб, подписывайтесь на канал. Берегите себя.